Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Близнецы на канале Астро Инспирационе. Таро прогноз, что скоро случится, что произойдет во второй половине апреля. Давайте с вами узнаем с 10 по 20, что ждать или что вас ждет, что или кто появится неожиданно. Ну и, может быть, какие-то неожиданные контакты, которые вам суждены с 10 по 20. Рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии и здравого смысла. Но вначале на колоде 78 дверей, метафорические карты, достанем 3 карты, как 3 знака судьбы. Информация. Возможно, они подскажут, на что обратить внимание, или дадут подсказку, что для вас будет внезапно, неожиданно, и переключить фокус вашего внимания вам таки и придется. Продолжим картами Таро. На пороге каких событий вы стоите? Давайте узнаем, с чем, с кем это будет связано. И что прояснится в ближайшее время. Может быть, это будут где-то и неожиданные встречи. И следующая карта. Узнаем с вами, к чему все идет. Что изменится или что скоро будет меняться, потому что совсем скоро, именно в апреле месяце 26 числа, планета Уран перейдет в ваш знак Зодиака на 7 лет. И это какие-то совершенно новые интересы, новые предпочтения. Какие-то люди будут уходить из вашей жизни, а другие приходить. Для вас, может быть, и по работе, как, знаете, освобождение от каких-то предубеждений. Да, Уран, он иногда ломает какие-то наши предшествующие шаблоны или наше видение, но он никогда не забирает того, что может быть продолжено. Поэтому что будет дальше в любви, в личной жизни, в отношениях? Что ждет вас в финансах? Давайте узнаем. Ну и третья карта – это ваши достижения. У кого-то работа, у кого-то, может быть, и учеба с 10 по 20, и документы, встречи, договоренности, в целом ваши планы. Итак, первый знак судьбы. Прыгать как будто нужно, действовать нужно. Пятерка кубков. Сейчас мы дополним эту карту, что за знак судьбы. С чем, по крайней мере, это связано. Тут именно нужно действовать. Тут девушка, которая кричит о помощи. Она вам показана, что дверь горит, и языки пламени уже дошли до 2-го этажа. В округе никого, никто не придет на помощь. Кричи, не кричи. И мы так, глядя на эту карту, понимаем, прыгай, хочется сказать, да? А не прыгала. Страшновато. Вот вам как будто нужно поступить так, как вы никогда не поступали. А вам может оказаться, я еще подожду. Тем не менее, клетка открыта. Тогда понятно. Вот обратите внимание, сложный выбор. Очень сложный. Изображена монахиня. Эта карта, она всегда, она более глубокая именно в этой колоде, нежели просто двойка мечей. Мы говорим, ну, выбор есть какой-то, да. А тут ведь именно монахиня. То есть и женщина нам показана, вот эта леди, она в таком уже в более зрелом возрасте. И почему она оказалась именно в этом статусе, или почему она приняла монашеский постриг? Карта заставляет немножко поразмышлять. Скорее всего, она столкнулась в своей жизни с какими-то непреодолимыми событиями, что ее вынудило вот как будто, ну, немножко уединиться. Или для кого-то из вас напрямую это вопросы обособленности, когда вы чувствуете себя, ну, условно, заложником какой-то ситуации, или, может быть, чувствуете я словно в заперти. И мне хочется вот этого драйва, мне хочется уже как душа просит полета, мне хочется больших горизонтов, может быть, кому-то путешествовать, изменить что-то по работе, изменить что-то в личной жизни, переехать. У каждого тут свои предпочтения. И вот как будто судьба, то, что мы когда-то мечтали, или пусть много лет тому назад мы для себя хотели, представляли, вот нам теперь как будто возвращает это. Но мы к этому не готовы, как эта монахиня. Она уже привыкла к этому образу жизни, и даже в этом статусе ей все понятно, по крайней мере прогнозируемо. Она открывает случайно дверь на плач младенца, и нам, конечно, мы понимаем, что добрая женщина не оставит ребенка на улице, она занесет в дом. Но, а что она будет делать с этим дальше? Отдаст приемным родителям или, пройдя
через 1000 сложностей будет воспитывать сама. Вполне вероятно, она когда-то мечтала о теплом доме, о дружной семье, когда много детского смеха, но жизнь сложилась как-то иначе. Вот, мои дорогие близнецы, у вас какой-то такой сложный выбор. Однозначно. Ну, давайте мы еще одну карту достанем, хотя бы с чем это связано. А ведь и правда, с домом, с семьей, с близкими. Ну и не только. 4 жезлов – это карта стабильности, якоря. Это надежный тыл. Вот у кого-то будут стоять вопросы все вместе. И финансовый достаток, и одновременно вам, может быть, придется продумывать. Возможно, решиться на что-то вам придется. Для кого-то это вопросы взаимоотношений. И у нас ведь открытых или закрытых дверей, да? 78 дверей называется колода. И принципиальное значение как раз двери имеют. И хотя здесь дверь, по сути дела, она хоть и горит, но мы можем выбраться из этого горящего дома. Здесь дверей закрытых вообще нет. А здесь у нас закрытая дверь, но все, кто нужно, они уже в сборе. Эта дверь в данном случае как охрана. Вот вам как будто нужно что-то стабилизировать в своей жизни. Не просто, стабилизация имеется в виду, что-то мы удерживаем. Но это, скорее всего, мы с чем-то определяемся, что есть смысл продолжать, а от чего мы уже отказываемся. Но, по крайней мере, вот по 9 мечей понятно, да, от чего мы отказываемся. Не время ждать, да и, собственно, по 5 первой карте то же самое. Второй знак судьбы. Но точно ждать чего-то бесполезно, не нужно, потерять время. Как вот эта девушка, уже теперь не девушка, уже бабушка, видимо, пришла. Она значительно моложе к этой двери, и, может быть, это и есть где-то на уровне мечты, да? Но ведь само-то у нас ничего не происходит. Происходит что-то от нашей активности. И, присела когда-то в надежде, что откроется же эта дверь. А нет, тут нужно самому открывать или искать другую дверь. И дверь заросла плющом, и девушка уже состарилась, как будто карта говорит, знак судьбы. Очень серьезная 5 мечей, вам нужно что-то передумать. Ну и точно это не должно быть с ожиданием, да. Тут, более того, по королеве кубков мы как будто ждем, как вот этот образ, да, именно в виде образа, ждет, буквально молится молодая женщина, девушка или молодой человек, я тут не совсем пойму, брюки или юбка, похоже, юбка. Вот. Но неважно кто, какой персонаж. Это именно на образ, что вот завтра вдруг оно что-то изменится. Не меняй сам. Меняй свое окружение, меняй свою работу. Сам именно по этой карте мы достигаем успехов. Мы что-то изучаем по этой карте. Работа в команде. Работа может быть с конкретным человеком. С конкретным человеком должны быть либо прояснены взаимоотношения, либо какие-то договоренности четкие. Вот здесь не ожидание, а четкость, как будто вы сами должны создать. И ведь с этого где-то и будет начинаться вот эта 4 жезлов, стабилизация. По этой карте мы что-то изучаем. Кто-то изучает языки, а для вас это может быть изучение новых технологий, потому что ваша стихия – это воздух, мои дорогие, и Уран в вашем знаке зодиака себя чувствует значительно приятнее, нежели, в таком тяжеловатом тельце. Но вот, тем не менее, 9 жезлов нам говорят о том, что вот все равно, да, вот двери мы должны по своей поставить. Но ведь 9 жезлов – это прелюдия перемен. Когда мы уже засиделись, когда мы уже, может быть, кто-то уже и заждался, но вот эти двери как поставить и закрыть. А вот с кем мы там останемся в нашем доме, где будет находиться наш дом. Но вот, может быть, с 10 по 20 вам придется на что-то решиться. Я больше вижу так, но это сложновато. Сложный выбор. И, наверное, риск вот есть в том, что мы можем поддаться иллюзиям. По пажу кубков, обратите внимание, в этой колоде закрытых дверей нет, это точно. Но нам показан человек, который отнюдь не ребенок. Уже в зрелом каком-то возрасте. Он идет с лозой. Вообще рогатина, типа по прообразу это может быть и лоза. Он типа ищет воду. Колода эта современная. Она создана тогда, когда уже найти воду есть 1000 способов. Вот как будто человек убивает время. Незрелость самого по себе человека. Неправильное какое-то суждение, неправильные взгляды на жизнь. У вас может
Это совпадать, кстати, с каким-то новым проектом, который нужно продумать. Смотрите, шестерка пентаклей. Может быть, кто-то из вас, все-таки это карта подарков, у вас идет на порог какой-то его величество хороший случай. Может быть, по заработкам, может быть, это предложение. А возможно, для кого-то из вас это, знаете, как внутренний инсайт, мысль, а не заняться ли мне этим. А потом вы можете себе сказать, а я еще подожду. И вы потеряли возможность, понимаете? Не упустите. Потому что мы именно из-за собственного где-то предубеждения. Или когда нам нужно решиться поступить как-то ну совсем не так, как мы поступали прежде. Это сказать легко, а сделать это очень сложно. А на кону ведь ваш финансовый успех. Может быть, кто-то получает деньги, у кого-то крупная сумма денег, но их нужно правильно распределить. А может быть, поступает предложение. Тут все зависит. Кто-то ищет работу, а кто-то, может быть, получает ну, какие-то бонусы или выплаты, или гонорар, который где-то задерживался. Вот понимаете? Или кто-то покупает, продает недвижимость. Ну, давайте так скажем, вы перекладываете на себя. Здесь может быть вот его величество случай, когда этим надо воспользоваться. Точно, король мечей. Рационализм. Не побояться, может быть, и не потерять время. Все-таки вот не потерять время в какой-то оказии. Да, аналитика, она это ваше все. Интеллект, это тоже ваша сильная сторона. Но есть, вы, видимо, такой момент, который... Либо его нельзя просчитать, мои дорогие близнецы, либо вы себе прежде уже как какой-то по табу, рамки поставили. Вот я буду действовать так, а по-другому не буду. Или, допустим, буду рассматривать вот такие вопросы, а эти тоже не буду рассматривать. А тут в этом может быть ошибка. Будьте гибче. Вот ваш знак зодиака – это как раз гибкость, адаптивность. Давайте пойдем дальше. Может быть, мы больше узнаем с вами. Итак, следующая карта у нас будет называться «Так что же вас удивит?» Что удивит или кто или что появится неожиданно. О, все серьезно. Аркан императрица. Как новый проект, новая возможность. Вопросы по части дома. Вопросы по части жилья, мои дорогие. Тут это тоже может быть. Для кого-то из вас, может быть, и придется брать меру ответственности на себя. Для кого-то из вас, если, мои дорогие девочки, я допускаю какой-то ваш проект или что-то по работе. Может быть, это вопросы и вашего места пребывания. Тут настолько мы все разные. Но давайте я достану все-таки. Что вас удивит? Я могу предположить, что для вас, мои дорогие мужчины, вас может удивить какая-то важная женщина в вашей жизни или ее решение. А для вас, мои дорогие девочки, скорее всего, это ваше решение, которое будет касаться выбора. Может быть, это в конце концов кто-то из вас решится на что-то, потому как по рыцарю Пентаклей, ну, вроде бы и есть либо конкретный человек, с которым есть взаимосвязь, и она касается работы, финансов, ну, может быть, и личной жизни, или дома, или какой-то проект, есть какой-то вариант. Но он вот как раз и заставляет вас как что-то обдумать. А ведь и правда у кого-то скорое получение денег. Или когда вы можете построить карьеру. Кто-то из вас может, к примеру, заняться новым видом творчества, новую работу, как дополнительный, может быть, источник заработка искать и найти. Не просто выровнять финансовую ситуацию, если у кого-то минус, а тут кардинально свою жизнь изменить. Посмотрите, какие добрые карты. Причем нам сразу говорят, аркан императрицы с девяткой кубков – это всегда, ну, где-то изобилие, процветание, достаток, возможности именно через финансы. Да, иногда это карта эгоиста. Вот я ее тоже называю. Потому что вроде как все есть, ничего не нужно. Ничто не горит куда-то там. Прыгать, да, вот мы ведь все разные. Вот у кого-то не горит что-то торопить. А, наверное, острота момента, когда у вас появляется какой-то неожиданный вариант. Либо вы сомневаетесь в самом варианте, неважно чего касается, либо вы представляли как-то по-другому. А тем не менее, вот какую-то возможность я больше вижу, но никак нельзя упустить.
Давайте мы с вами узнаем неожиданный контакт. Вот с чем он связан? Праздник. Неожиданный, может быть, человек. С чем связан этот? По семерке жезлов, знаете как, это вокруг нас очень много людей. Много советчиков. С одной стороны приходит, безусловно, праздник, радость. А с другой стороны, нам могут советовать вам, мои дорогие близнецы, делай так, не делай эдак. Но я тут больше вижу, поскольку выпадает шестерка мечей, что вы на что-то решитесь. Может быть, это будет связано с каким-то предложением или конкретным человеком. Либо вы надумаете куда-то отправиться, может быть, недалекая поездка, для кого-то большой переезд. Для кого-то из вас это действительно будет история, которая будет касаться, смотрите, личной жизни, взаимоотношений. И, может быть, прежде у кого-то был любовный треугольник или какая-то запутанная личная история. И вы представляли что-то по-своему. Может быть, вы находились, в каких-то рамках, опять же, предубеждений по семерке жезлов. Это когда на нас давят. Как будто говорят, участвуй вот в этом, не участвуй в том. Или помоги мне. Возможно, вы долгое время кому-то помогали вынужденно. Может быть, были какие-то третьи лица, третьи факторы. Именно не обязательно, что любовный треугольник. У кого-то проиграется менталитет, обстановка вокруг, советы посторонних. Но вот именно те факторы, которые препятствовали прежде союзу двух. И от вашей решимости, от того, что вы, скорее всего, как будто уходите вот от этой многозадачности или многофакторности, которую вам пытались создать. И для кого-то проясняются в отношениях вопросы, к чему вы идете, или какие-то важные контакты с человеком, или что вы будете развивать для кого-то из вас. Я такое не исключаю, были отношения на расстоянии, и вы будете думать о встрече. Интересно, к чему все идет? Тройка жезлов, карта будущего. Это, знаете, когда мы уже, вот как будто пару шагов сделали, потом остановились и переосмысляем, все ли мы взяли из прошлого в будущее. Правосудие. У кого-то из вас, как выйдет на поверхность вопрос по документам, который нужно через, может быть, юридические согласования или узнать, и вам придется обратиться к юристу, к адвокату, разобраться по законам, что вы можете сделать, а что вы сделать не можете, правда? Это именно какая-то история может быть связана у кого-то с домом, у кого-то с личной жизнью. Вот как будто бы так, два старших аркана. Взаимоотношения по судьбе. Вот смотрите, тут двойственно, да? Тут вот как будто мы сами можем с учетом правосудия захотеть какую-то, не брать, может быть, ответственность, а какой-то средней арифметической ситуации, да, или оставить что-то, пусть это где-то непонятно, но как в какое-то дело вы можете не захотеть включаться, есть такое. И, может быть, сомнения присутствуют. Здесь, конечно, по семерке мечей карта вора. Тут, понятно, нужно быть и гибче, осмотрительнее. Но для кого-то ведь из вас будет говорить, будь внимателен. Все-таки тут нам про материальное благо тоже говорят. Но человек забирает 5 мечей, 2 оставляет, как будто не мое, мне не нужно. И, может быть, это вопрос касается именно либо каких-то материальных благ, или какого-то имущественного процесса, скажем так, обтекаемо. И тогда вам придется действовать гибче, ведь человек явно крадется ночью, да, стало быть, днем, скорее всего, он уже пытался завести эту беседу или пытался что-то прояснить, договориться, да, не получилось, поэтому он принимает решение, вот я заберу свое именно таким образом. Но рядом аркан Луна, нам говорят, что как это может быть и у вас такое желание, вот как-то так вот поступить, но и с другой стороны карта говорит, ты не рискуй, потому что по Луне риск тут очень плохо заканчивается. Тут, скорее всего, договариваться нужно, мои дорогие. Аркан влюбленная. Сепарация только иллюзия, правда, лучше с кем-то договориться. Еще один старший аркан. Тут есть, как из-за чего остановиться на полдороги, да, если у нас выпал аркан правосудия. Ведь это как карма.
У кого-то это будет опять же касаться взаимоотношений, у кого-то вопросы дома. Ну, по жезлам это даже если и личная жизнь, или какая-то любовная история, то все равно тут либо документы фигурируют, либо финансы. Потому что это элемент материализма все равно присутствует. Ладно, так а что же скоро изменится? Да, скоро изменится многое. Нам карта говорит о доброй трансформации. Это и поток новостной. Это какие-то свидетельства, новости, которые нам приходят извне. Или от каких-то внешних событий, или связанных, может быть, с обстановкой вокруг вас, мои дорогие. По 8 жезлов мы должны действовать быстро, иначе мы упускаем время. Вот что скоро изменится. А мы как будто, вот смотрите, тут завершается какое-то разочарование. Тройка мечей. Мы знаем хорошо, да, что это карта как разбитого сердца. Но вот именно в этой колоде нам говорят, это ситуация, во-первых, прошлого. Тем не менее, любая тройка – это карта будущего. Кто-то спросит, да что это у меня какое-то повторение? Нет, оно не повторение, но явно какая-то тема у вас как будто возвращает назад. Но теперь это уже здоровое равнодушие. Может быть, вас что-то раньше не устраивало, вам не нравилось, или у вас было предательство, но как будто вас нет в прошлом, обратите внимание. Уже аффирмация проведена. В макет сердца как будто вонзили 3 ножа, поставили 3 жирных точки в какой-то прошлой истории. У вас уже нет в этой комнате, мрачной комнате, за окном которой всегда бесконечный дождь. Поэтому тут нужно именно от прошлого, как будто и вам самим оттолкнуться. Тут, да, действительно, выпадает снова 9 жезлов. И я часто говорю по этой карте, нам как будто нужно именно на что-то решиться. Или завершить ту историю, которая, может быть, прежде нас вынудила где-то оказаться вот в этом обособленном месте. Или где-то, как знаете, мы не имели возможность, мои дорогие. Вот, видимо, для вас это квинтэссенция нашего расклада с 10 по 20 на что-то решиться. С одной стороны, укрепить свои позиции, мы говорили по этой карте, но идти вперед придется. Мы накопили как будто уже достаточно сил, и карта нам говорит, ты уже в каком-то деле, близнецы, сделал все, что мог. Наступает время идти вперед. Более того, вот эти новости, то, что вы услышите, или какую-то возможность, она перед вами и открывает как раз двери. Двери во Вселенную, в мир. Ну, давайте достанем еще одну карту. Кому-то конкретно помогает обстановка. Может быть, договориться с конкретным человеком. Для кого-то из вас кардинально изменить свою финансовую ситуацию. Вот всегда ведь такая мелкая карта ноза-ноза, когда утрачено взаимопонимание и когда был финансовый минус. Будьте внимательны к этому периоду, потому что вот та возможность, которая придет с 10 по 20, у кого-то может означать вот именно инсайт или как какая-то идея, которой мы можем отмахнуться и сказать, да нет, это мне показалось. А у кого-то это будет связано с предложением или какой-то новостью. Может быть, следом за этой новостью потребуется именно ваша активность, мои дорогие. Да, где-то такая гибкая, но не упустить, не отложить что-то на потом. Что же будет дальше? Любовь, личная жизнь, королева мечей. Ну, это вы где-то сами. А вообще-то у нас тут пара получается, король и королева. Может быть, это вопросы семьи, и неважно, там, какому знаку зодиака ваш партнер. Это, скорее всего, как два партнера. У каждого свои предпочтения, свои, может быть, творческие планы. Или когда нужно как-то поступить, все же это у нас прообраз Юдифи, совершенно не так, опять же, как мы поступали прежде. И ведь надеяться-то нужно на самого себя. А тут для кого-то из вас переезд далеко, поездка может проигрываться. Или по аркану звезда – это карта выбора правильного направления лет на 10-20. Тут явно какое-то партнерство у вас продолжится. Вам придется, ну, по крайней мере, с 10 по 20 во имя будущего, словно лавировать, сидеть одинаково на 2 стульях, успевать перескакивать и быть легким на подъем. Это какая-то история касается личной жизни. Но у вас все получится. Должна сказать, по аркану маг,
Пусть не в каждой колоде, но есть такое изображение, когда в левом верхнем углу конкретно обозначение Меркурия, а в правом верхнем либо близнецы, либо дева, мои дорогие. Может быть, это у кого-то будет даже совпадать, ну, может быть, и ваш партнер или человек имеет асцендент, например, в близнецах или дева, да, или просто это вы уже сами, да, вот как этот маг-волшебник. Ну, какой бы сложности ни была ситуация или вопрос, пусть это даже касается личной жизни. Да, ни одна карта нам не сказала об эмоциях, увы. Но для себя сделать что-то полезно, хорошее, как-то правильно распорядиться финансами, ресурсами, эмоциями, мои дорогие. Хотя у мага нет эмоций, но, может быть, даже эмоциональную сферу вам придется решать с более таким конструктивным подходом или с кем-то договариваться. Что дальше, что ждет по части финансов? Король жезлов – это карта харизматичного лидера. Это тот, кто нам может давать какие-то советы, но не будет за нас это делать. Паж жезлов – это вот как новая работа, новый проект, новый руководитель. Будьте внимательны. Тут вот, понимаете, может быть, это контактное лицо конкретное. Все зависит от ваших планов. Может быть, и появление человека, который таким или иным образом как-то участвует в вашей финансовой истории. И вот здесь я бы сказала, пятерка мечей, избегать конфликта. Договариваться придется, мои дорогие. Да, у нас пара выпала, 2 раза выпала пара. Может быть, это история по финансам, которую... Ну, может быть, финансы ведь это тоже, как у нас имущество, да, вопросы дома. У кого-то банально может проиграться в семье, в паре. Один хочет приобрести одно, а второй этого не хочет. Один считает, что нужно потратить деньги так, а другой считает, нет, тратить деньги не нужно. Ну, может быть такое, как нашла коса на камень. Но причем это двое сильных людей. Двое таких достойных партнеров. И договариваться придется. Но конфликт всегда ведь нам говорят, нивелируй, сведи к нулю. И у нас как и карта мага, так и карта силы, и король мечей, и королева мечей. Здесь есть что-то межличностное, мои дорогие, как и по части любви, личной жизни, так и по вопросам финансов. Документы, важные контакты, встречи, ваши планы. Но нам снова говорят о том, что строй планы на будущее. Тройка пентаклей. Тройка пентаклей будет говорить о том, что уже пришло как будто время, ну, начать готовиться, может быть, к тому, как новый какой-то план. Или пересматривать уже свою жизнь, ну, с каких-то новых позиций. Возможно, кому-то придется учить языки, иногда это карта экзамена. У кого-то буквально придется сдавать экзамен, чтобы получить какой-то сертификат или что-то согласовывать по бумагам. Именно добиваться важной бумаги какими-то способами, потому что именно она открывает перед вами возможности. Вот я такого не исключаю. Хотя для кого-то это может быть как работа в команде сама по себе. Может быть, это конкретный человек, с которым вы видите продолжение. Здесь у нас выпадает 7 кубков, но эта карта всегда иллюзии. Паж кубков. Но я больше вижу тут какая-то новая идея ваша, мои дорогие, которую точно нужно продолжать. И пусть это будет связано с получением документа или с получением сертификата. А перед тем, как получите этот сертификат, придется какие-то курсы пройти. Будьте внимательны к своим желаниям, мои дорогие любимые близнецы, потому что это граничит с фортуной. Причем это то, что может быть для вас совершенно новым качеством жизни лет на 10, 20. Может быть, вам придется на что-то решиться. Но здесь может быть и такое его величество случай, повторюсь, или ситуация, я уже говорила об этом, когда мы рассматривали знаки судьбы, что здесь нельзя что-то упустить. Вот обратите внимание, паж кубков дважды повторяется, а следом идет колесо фортуны. То есть не потерять времени даром, не подзастрять. Или интерес какой-то, который вас будет останавливать от более серьезного шага. Я не исключаю для кого-то из вас новое знакомство, для кого-то новое знакомство именно благодаря тому, что вы что-то идете изучать.
находитесь в новом коллективе, среди другой общности людей, или когда вы чем-то увлечены. Тут тоже может быть вот этот вот счастливый случай, как само по себе знакомство, но я бы сказала, все же тут вот какой-то ваш проект, потому что тройка пентаклей, она не говорит про любовь, эта карта. Но, к примеру, она может говорить, что отправляясь на те же самые курсы, или когда мы расширяем собственные горизонты, пускаем в свою жизнь новых людей, то тогда вполне вероятно какая-то дружба, которая начинается вот только, может быть, во второй половине апреля, в последующем может продолжиться на долгие годы. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые близнецы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние комментарии, за вашу поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте. Ссылки я оставлю в описании под видео. А я вас люблю, и вы. Будьте счастливы, будьте любимы всегда.